Приветствую вас в четвертой заключительной части, это финал проекта. Я замечаю, ну конечно, это понятно, что не все смотрели первую, вторую, третью часть, педантичных людей нету, может мало кому-то интересно. Вкратце, потому что я читаю комментарии, почему так, почему это, так я вижу, что люди не смотрели первую часть и не понимают сути. В общем, вкратце, проект о чем? Ко мне обратились ребята с просьбой перебрать двигатель, я его перебрал, это заснял и решил, уже пользуясь случаем, моментом, рассказать, что я планировал с ним делать, в какой автомобиль его планировал устанавливать. Это ZMZ 53 V8 газоновский. И хотел установить его в Волгу ГАЗ-2410, именно рестайловую. Я взял 24-ку, снял с ней обзор. Первая часть этому была посвящена рассказ про суть саму. Такой пошаговый черновик моих действий, что я планировал делать. В первой части это все было, во второй части я собирал двигатель, в третьей части я рассказывал, как его установить, какие нюансы, самое главное сцепление и охлаждение. Это самые главные косяки и проблемы, подводные камни, с чем вы столкнетесь при установке двигателя 8 в Волгу. Вот и поэтому многие пишут, почему не современный двигатель. Я хотел рассказать именно про этот. ГАЗ-двигатель, газоновский, и автомобиль тоже ГАЗ. То есть, а уже тойотовская Волгу стать мерседесовской, останется только кузов Волги. Это извращение какое-то, на мой взгляд. Я ее уже не люблю настолько. Это, конечно, интересно, но мне это не интересно. А здесь я хочу уже пройтись по самому главному по деньгам, сколько будет стоить все мероприятия. В общем, съездил я на ГАЗ-сервис. Ну, кто в Бресте знает, у нас на Купало ГАЗ-сервис. Купил что-то запчастей, то есть вот набор прокладок. Ну, тут все прокладки. Под головы, под выпускные коллектора, под паук, под поддон, эти кольца, где от выпускного коллектора на трубу. То есть все прокладки полностью. 2 комплекта поршневых колец. Взял вот. Подушки под двигатели у людей были, новые не привезли. Но, тем не менее, пришлось бы, к примеру, их покупать при сборке волжан. То есть их тоже посчитаю. Выходит, в общем, по прокладкам. Не, лучше самое дорогое. 2 комплекта вот колец вышли $39. С 2 этих комплекта я буду говорить в долларах, потому что у нас цены все же будут подороже, чем в России. Комплект прокладок $18. И вот 2 подушки новые эти вот обошлись бы в $12. То есть пока срез $69 за эти все запчасти. Ну что, уже день второй. Вчера я купил кольца, то, что я показывал, прокладки, всю эту тему, но не купил вкладыши. Вкладыши, блин, под заказы. Закажи, завтра буду. То сегодня забрал. Штунные вкладыши. Ну, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ну, 16, как и должно быть. На 8 шатунов, все как в аптеке. Отдал это, ну, я буду наши белорусские цены называть, и заодно переводить в доллары. Короче, у нас это было 67 рублей 32 копейки. Грубо говоря, это 26,8, ну, $27, короче. То есть к тем потраченным, там, по-моему, 68 вышло, да, плюс еще 27 на запчасти. Вам нужно ее, говорится, доводить до ума. Здесь, опять же, все нормально. Но, к примеру, если под днищу там что-то нужно подделать, и косметически здесь, чтобы вид был у машины. Один порог я нашел 94 рубля на 24-ку. То есть за 2, получаем, я сразу буду в долларах переводить, чтобы вот парни из России, которые смотрят, Украины, Казахстана, все, чтобы переводили на свои деньги, понимали примерно, сколько это в их валюте будет. За 2 порога $75 получаем. Так же, как и здесь вот задние арки классные, вот крылья немного нужно подделать, подкрасить, где-то что-то может подварить, там под днищу подделать. То есть $75 за пороги, плюс работа, ну пускай 120, накинем еще, чтобы было на материал, там на все то все. $120, к примеру, на кузов. Не считая косметики, полностью машину перекрасить, довести до ума. Я сделал нормальный вид, я имею в виду. Не в идеал, там уже все полностью перекрашивать, переделать, а просто сделать нормальный вид, более-менее презентабельный. По тормозам 4 барабана. Барабан стоит 120 рублей в среднем у нас. В долларах получаем за 2, к примеру, передних 96 и за 2 задних 96. Колодки 29 рублей, примерно $12. На задние барабаны уже были $16 чуть. Ну, цены варьируются. Амортизаторы от 25 до 40 рублей у нас стоят. То есть за 4 в целом $64.
И конечная стоимость получается у нас уже 292-294, ну, $295. $295 за тормоза, амортизаторы. Плюс 120 за кузов, что я сказал. И плюс еще в запасе то, что будет стоять V8. Коробка и редуктор неизвестно в каком состоянии в автомобиле, который вы купите. И это все может благополучно разлететься к чертовой матери. Поэтому я смотрел объявление еще по коробкам и по заднему мосту продажи. Коробки продаются от $65 до $103, ну там по курсу все указано. То есть, ну я звонил по объявлениям, там мужик продает за $100, говорит, ну отдам за 80, ну поторгуемся, то все. То есть 80 и за 70 можно найти, но я беру с запасом. Может, это вообще не пригодится, но стоимость надо учитывать, нужно все риски учитывать. То есть $80 коробка и $45 задний мост. Продавался мост в сборе полностью с рессорами по обе стороны. Мужик отдавал целиком. То есть еще $125 за мост и коробку. Конечно, это может вам и не понадобиться, у вас это не разлетится. И в принципе это вам не нужно будет. И за счет других поломок что-то можно будет сдать чермет и стоимость проекта снизить. Опять же, если придется покупать старое, можно сдать чермет и снизить стоимость проекта. Какие-то деньги выручить. Но все равно все с запасом указываю, все равно это нужно все учитывать. Промежуточный вывод. $120 за кузов, 125 коробка, мост, 295 тормоза и аморты. И еще 120 хочу накинуть на тоже масло, антифриз, свечи, где-то такие тормозные трубки, может быть. Ну вот 120 еще долларов на такие вот расходы. Тоже с запасом, чтобы было все. В большинстве случаев, покупая такую машину, с ходовой можно и не париться. В принципе, посмотреть, как мотор здесь станет. Я так к тому, что анализируя затраты, указанные мной, в том плане, вот ходовую можно оставить, тормоза надо доработать. А в принципе, установив мотор V8, амортизаторы, может, и менять не придется. То есть тоже это весьма условно, но опять же, стоимость я запасом указывал. Но так как машина, конечно, да, и интересно. Все-таки ретро-автомобиль, там кто-то кайфанет, кто мечтал, ну фанат по-любому соберет, сделает и будет наслаждаться машиной. Но так именно самое крутое в этом преимущество этого проекта, главное преимущество. Все едут и смеются. Но если с кем-то цепиться, да, V8 здесь не особо мощный, но он моментный, он тяговитый. То есть, если сходу, вот здесь автомобиль проигрывает. У него 180 крутящего, там 300 почти. То есть, сходу можно порвать многих. Особенно, если говорить про современные там бюджетные автомобили, многих других можно просто обогнать. Вот. И, в принципе, ради этого уже можно заморочиться. Все смеются, но тут Волга может исполнить такое, что им просто в голову не может прийти, потому что, ну, у нас вот лично многие в Беларуси советская техника вообще никаким образом не знакома. Даже это если взять там двигатель, который за $150 продают, взять его, вкладыши, кольца вкинуть, с учетом того, что машина для грузового автомобиля предназначена, а эта Волга весит там 1800-1700, и вкинуть сюда мотор, все равно машина гораздо легче, она пустая ездит. И даже вот такой мотор там вкинуть только вкладыши, кольца, и его хватит тоже 1030-40, это 100%. Я имею в виду поршневую группу. А вот, не считая уже там свечи, может, карбюры, там, этот самый генератор, вот эти вот все поломки такие именно исключить. А именно самой поршневой на 30-40 тысяч, в принципе, не то, что да хватит наверняка. Но вот опять же, люди объезжают, смеются, там с ухмылкой, девушки шли, демонстративно не заметили. Хотя, по-моему, те же и смотрели, когда мы на Абарте немножко рассекали. Но с учетом, если бы здесь был сейчас V8, мы могли бы фору некоторыми дать и показать кое-какие способности этой машины. Поэтому, ну, ради этого этот проект интересен. Я промониторил цены в ГАЗ-сервисе, когда вот вкладыши, кольца покупал. И сейчас вот объявление промониторил, кто сколько просит и за что. Вот, ну, уже более-менее ясная картина сложилась.
Так что поехали. Вот все навесное вот, на двигатель. Потому что теоретически забегая вперед, если вы двигатель купите, то за 100, за 200, за 300 долларов продают. Да, но по сути дела там будет только нормальный блок. Нужно смотреть, чтобы был без механических повреждений. Но поршнева может быть изношена. Карбюратор могут прикрутить, старый, ржавый, весь уже в песке, в пыли, лишь бы этих два отверстия не было. Прерыватель тоже какой найдут, такой прикрутят. Привод в каком состоянии, опять же. Вот. И в итоге получается, что все запчасти, все навесное и внутрянку нужно покупать заново, по сути дела. Но вот с хранения продают шишиги и запчасти вот. То есть двигатель 1200-300 долларов стоит. Полностью в сборе весь с хранения, с техники у нас. Ну там тоже готовы вроде скинуть 1150, может там, или 1200 вам дадут. То есть уже тоже не дешево. Ну, в общем, по ценам. Прерыватель 10-15 долларов стоит. Ну, 15 возьмем. Генератор просят от 30 до 50, но за 35 более-менее нормально тоже отдают люди. Карбюратор 20-40, ну возьмем 30. Бензонасос 15 долларов, масляный насос 12. Тоже около 15, но скидывают там 12 получается по курсу. Диски сцепления от 50 до 110. Тоже готовы торговаться. Но пускай 80 будет. Стартер 60-40, там 50, ну за 50, к примеру, если вот получится. Вот двигатель, ну в среднем 200. Они от 100 до 300, смотря в каком состоянии, ну 200. По сути, если так покупать все отдельно, вам нужен сам блок. И всю внутрянку, вот изношенную поршневую, и все это можно тоже сдать чермет, хоть что-то вернуть. А вот, поршневая 103 доллара стоит. То есть это поршни, гильзы, пальцы. Ну и шатуны сами тоже там были. Но хотя шатуны можно и старые оставить. По сути, шатуны не нужны. Нужны сами поршни, пальцы, ну, кольца я уже считал. Вот, и гильзы. Вот, ГБЦ одна стоит 80 долларов. То есть уже 160 на 2 ГБЦ, потому что неизвестно, какие там тоже ГБЦ. Но если не пропускать, теоретически можно оставить, вы этом сэкономите, ему повезло, если вы блок нормально найдете. Но нужно считать все, я считаю. Помпа 15 долларов, глушитель 45,1. Я считал так, что если даже сэкономить, то один волговский родной оставить, ее свой, а второй уже покупать, ну, газоновский. Там единственное крепление нужно переварить, ну и так на изгиб уже, ну, под газоновский двигатель. Но в принципе нужно выхлоп поставить родной. Если нет, нужно еще один покупать, то есть 2 газоновских нужно. Но возьмем так, более дешевым способом. Вот, радиатор мне, как я говорил, отдавали за 60 долларов, он подходил по размерам. Вот, и в итоге получается 820 долларов. Привод теоретически может быть нормальным в теории. Если нет, придется еще и, ну, привод, который прерыватель вращает, грубо говоря, чтобы было понятней. Но привода там, привод тоже около 15 долларов стоит. То есть, если так 820, но если еще и привод, то он будет никакущий, то еще 15, то есть 835. И в итоге, если вот пройтись вот по всему итоговому проекту, получается вот прокладки кольца опоры 69 долларов, как я говорил. Вкладыши я купил за 27. Кузовня, вот я говорил в видео, 120 долларов. Тормоза, амортизаторы, вот это все, 295. Плюс мост и коробка 125. 120 я еще накинул на масло, на антифриз, такие непредвиденные, может там расходы 120. Запчасти от двигателя 820, плюс еще может привод 835. Если так взять. Сам автомобиль стоит штуку. Ну, если так ориентироваться, то штука. Итого получается 2576. Ну, если с приводом вот я накидываю, то 2591, то есть 2600 по сути дела. Но в эти 2600 это грубо там доллар. Если покупать так запчасти, что-то будет вам по почте отсылать, что-то еще. Может быть даже, если вот 835 получается, плюс доставки почты этих всех деталей, а как вы за мостом и коробкой, к примеру, поедете, если так, ну все остальное. Я веду к тому, что может даже логичнее купить двигатель с конвейера. Ой, не с конвейера, а с хранения, что 1230 просят, может быть даже дешевле выйдет. Но вы будете знать, что вам его и перебирать не нужно будет, и хватит его надолго, вы можете потом каким фанатам шишик его продать, просто толкануть.
Вот, а все свое там волговское просто снять и сдать в Чермет. Ну, вы в любом случае сдадите все в Чермет. Вот, поэтому, ну, вот как-то так. То есть в 2500 не влились, но около этого получается. Но все равно нужно еще минимум 200 иметь в запасе. То есть 2800 по-любому нужно для этого проекта. Но, разумеется, это не целесообразно финансово, потому что, ну, если машину эту строить, там, как зимний автомобиль погонять, ну, потому что это заднеприводная машина все же. И за 2500 можно взять 34-ку спокойно, там за 1800 довести ее до ума, $500 точно хватит, чтобы сделать все проблемные участки. И она будет безопаснее, крепче, резвее, ну, как я говорил в третьей части. То есть экономически не особо целесообразно. Вот. Но суть этого проекта была, что, воспользовавшись моментом, я решил рассказать, что я хотел сделать. Но вот такая стоимость проекта вышла. В принципе, ну, я не поражен, потому что в среднем я так и понимал, потому что очень много запчастей нужно покупать. Конечно, это все грубо, то есть здесь с запасом тоже цена указана, но все равно максимально близко к правде. Как вы найдете автомобиль, в каком он будет состоянии, запчасти, все это индивидуально и зависит от региона, в котором вы живете. Я старался максимально правдивые цены показать, ну, какие у нас есть в Беларуси, и сколько это будет стоить. Да, многие сейчас, может, начнут на меня орать, что ты дебил, там можно сделать дешевле. Я решил сделать по максимуму, дороже, чтобы был запас денег на всякие непредвиденные расходы, и чтобы этой суммы точно хватило. Потому что если делать все правильно, то есть двигатель, вы можете двигатель найти за $100-200, как они и продаются, но там прерыватель надо под замену, он под $30-40 стоит. Ну, все запчасти, все на ИСО нужно собрать. И получается, вы купили двигатель вроде бы, да, но вы купили блок, по сути, такой. Но вам нужна и поршневая, и все навесное, и вы еще минимум 3 раза по 200 выложите. Уже штука. И сама машина штука. По-любому 2 куска не меньше, а там уже как получится. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам были интересны эти серии. Ставьте лайки, делайте репосты, смотрите другие наши автоистории на канале. Счастливо!